Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 25 июня 2026 года я хочу поднять тему, которую многие в юридической среде предпочитают обходить стороной. Тему, от которой зависит не просто судьба отдельных адвокатов или просто отдельных людей, а само существование реального правосудия в Украине. Речь пойдет о так называемом адвокатском самоуправлении, системе, которая рождалась самыми лучшими намерениями в 2012 году, а на практике превратилась в закрытую корпоративную машину, подавляющую независимых юристов и грубо нарушающую конституционные права обычных граждан. Давайте пройдемся по истории, чтобы понять, как мы дошли до сегодняшнего состояния. В советские времена адвокатура полностью находилась под контролем государства. Адвокаты фактически были частью системы, а независимая защита была скорее исключением. После провозглашения независимости в 1992 году появился первый закон об адвокатуре. Тогда создали Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Первый шаг к определенной независимости. Но настоящий прорыв произошел только 5 июля 2012 года, когда Верховная Рада приняла новый закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, номер 5076-6. Этот закон провозгласил адвокатуру негосударственным, самоуправляемым институтом. Были созданы Национальная ассоциация адвокатов Украины, Советы адвокатов регионов, квалификационно-дисциплинарные комиссии КДК в каждой области, Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия и Совет адвокатов Украины. Идея выглядела европейской и правильной на бумаге. Адвокаты сами контролируют доступ в профессию, дисциплину, этику и стандарты. Без прямого вмешательства Министерства юстиции или других государственных органов. Это должно было обеспечить настоящую независимость адвокатов при защите людей от произвола власти. Многие тогда верили, что в Украине наконец появится сильная, независимая адвокатура, способная противостоять коррупции в судах и правоохранительных органах. К сожалению, реальность оказалась жесткой. Красивые принципы закона быстро столкнулись с украинской действительностью, клановостью, корпоративной солидарности
и желанием части адвокатов превратить самоуправление в инструмент личной власти и влияния. За 14 лет система полностью выродилась. Сегодня мы имеем закрытую корпорацию со всеми признаками касты. Многие органы самоуправления продолжают работать с давно просроченными полномочиями. Выборы в КДКА и советы адвокатов сопровождаются постоянными скандалами, взаимными обвинениями в фальсификациях, административным давлением и даже физическим противостоянием. КДК получили практически неограниченную власть. Они могут на основании очень размытых формулировок, нарушение правил адвокатской этики, дискредитация профессии, непристойное поведение, останавливать право на адвокатскую деятельность на срок до 1 года или даже полностью лишать адвоката статуса. Кто именно определяет, что является нарушением? Те же самые коллеги, у которых часто есть свои корпоративные, политические и личные счеты. Результат – тотальная выборочность. Адвокатов, которые слишком активно и жестко критикуют судей, прокуроров, СБУ или другие властные структуры, наказывают быстро и жестко. В то же время реальных системных нарушителей, тех, кто участвует в схемах, сдает клиентов или грубо нарушает закон, часто оставляют безнаказанными. Особенно опасным стал единый реестр адвокатов Украины, ЕРАУ. Это цифровая база фактически превратилась в инструмент внесудебного наказания. Даже когда суд признает решение КДК неправомерным и останавливает его действие, реестр продолжает показывать статус «заблокирован». Государственные предприятия, суды и органы власти ориентируются именно на этот реестр, а не на судебное решение. Это уже не техническая ошибка, а системный саботаж верховенства права. Самый свежий и крайне показательный случай – дело адвоката Ларисы Сергеевны Криворучко. 5 июня 2026 года КДКА в Винницкой области приняла решение остановить ей право на адвокатскую деятельность сразу на 1 год. Причина, как всегда, якобы нарушение адвокатской
этики. При этом Лариса Сергеевна известна своей активной позицией и защитой в резонансных, общественно важных делах. В частности, в деле об убийстве Ирины Фарион. Адвокат не согласилась с этим решением и обжаловала его в суде. 15 июня 2026 года Ровенский окружной административный суд вынес ухвалу об обеспечении иска, который полностью остановил действие решения КДКА до окончательного рассмотрения дела. Ухвала вступила в законную силу немедленно. Казалось бы, все законно, адвокат имеет право работать. Но органы адвокатского самоуправления просто проигнорировали судебную ухвалу. ЕРАУ продолжил отображать, что право на деятельность остановлено. Когда адвокат Криворучко подала адвокатский запрос от имени своего клиента в государственное предприятие информационные судебные системы, ей отказали именно из-за красного света в реестре. Клиент оказался без реальной защиты. Жалобы к омбудсмену Дмитрию Лубенцу также закончились формальной отпиской: автономия, самоуправление, мы не можем вмешиваться. Это классический пример, когда корпоративные интересы поставлены выше Конституции, судебных решений и прав граждан. Теперь позвольте сказать жестко и прямо, без дипломатических реверансов. Уважаемые члены КДКА и советов адвокатов, ваша так называемая автономия – это уже не независимость профессии, это независимость от Конституции Украины, от судебной власти и от украинского народа. Вы превратили институт самоуправления в орудие корпоративного террора против тех адвокатов, которые слишком принципиальны и слишком эффективно выполняют свою работу. Вы наказываете не за реальное нарушение этики, а за смелость говорить правду и защищать людей от системы. Каждый клиент, которого вы оставили без защиты из-за своих внутренних разборок, это ваш прямой вклад в разрушение верховенства права в стране. Система, которая игнорирует судебное решение, блокирует реестр и прячется за формулировкой «мы автономны», не имеет ни морального, ни юридического права называться самоуправлением. Это паразитическая, закрытая структура, которая живет за счет
взносов адвокатов и клиентов, но работает исключительно в своих корпоративных интересах. Мы требуем радикальной реформы, прозрачных и честных выборов, внешнего независимого аудита, четких и прозрачных критериев дисциплинарной ответственности, автоматического обновления ЕРАО по любому судебному решению, персональной ответственности членов КДКА вплоть до уголовной за саботаж и игнорирование судов. Пока этого не произойдет, все разговоры о европейском будущем Украины, верховенстве права и реформах останутся очередной ложью для Запада и собственного народа. Друзья, если вы адвокат, если вы были клиентом, который пострадал от таких действий, или просто неравнодушный человек, распространяйте этот ролик, пишите в комментариях свои истории. Только массовое давление общества и профессионального сообщества может заставить эту систему измениться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте. Вместе мы сильнее. С вами был юрист Валерий Табаков. Защищайте свои права и не молчите. До новых встреч!